Привет! Сегодня в видео я расскажу тебе про новую модель беспроводных наушников от Tronsmart под названием Onyx Prime. Эти внутриканалки у меня на руках уже более 3 недель, и поначалу впечатления от них у меня были весьма неоднозначными. Очень долго я не мог определиться, для кого же все-таки сделана данная модель. И если посмотреть на лицевую сторону коробки, то благодаря очень ненавязчивой и весьма огромной надписи Made for Audiophiles можно догадаться, что наушники обладают аудиофильским звучанием. И да простят меня фанаты Sony, но черт побери, эти наушники действительно звучат просто великолепно. По крайней мере, играют они точно не хуже Sony XM3. Ну а глядя на внешний вид самой гарнитуры Onyx Prime, думаю, многим будет понятно, почему именно с третьей генерацией ТВС от Sony я их и сравнил. Наушники имеют просто огроменные размеры, по крайней мере, если посмотреть и сравнить их с другими представителями данного сегмента. Мало того, и весят они тоже прилично, но по всей видимости, чтобы добиться такого звучания, по-другому камеры наушников было не построить. Дело все в том, что эта модель оснащена гибридной системой драйверов. Внутри каждого наушника установлено по одному динамическому и одному арматурному излучателю. Причем арматурный элемент установлен чуть ли не в сам звуковод. Под определенным углом и при наличии достаточного освещения сквозь тканевую сетку можно лицезреть торец этого элемента. Видимо, по этой самой причине схема звуковой настройки здесь немного иная, нежели у тех же гибридных KZ. За высокие и сверхвысокие частоты отвечает арматура, ну а все, что ниже, середину и бас, обеспечивает динамический драйвер. Помимо всего прочего, модель оснастили квалкомским чипом QCC3040 с поддержкой аудиокодека aptX Adaptive, но наушники также могут работать и по AAC и SBC. В общем, с уверенностью могу сказать, что чуть ли не все деньги в этой модели вбухали в звучание. Давненько я не получал такого драйва от своей мультижанровой подборки. Но справедливости ради хочу отметить, что комплектные амбушюры лично мне совсем не подошли. Более того, подобрать что-то подходящее было тем еще квестом. Я перебрал абсолютно весь силикон, что был у меня в арсенале. При этом непосредственно к ушам подходило много чего. Но ведь задача-то состоит не только подогнать их под уши, но и в том, чтобы в кейс они спокойно помещались. А вот с этим уже было сложнее. Как и во всех подобных случаях, на помощь мне пришел мой выручай-набор, про который я уже говорил неоднократно. Так вот, внезапно именно пенные амбушюры оттуда подошли к этим наушникам просто идеально. С силиконовыми посадка была тоже превосходная, но футляр не закрывался. И вот только после всех этих манипуляций я наконец-то услышал то, ради чего все затевалось и на что были потрачены деньги. Просто изумительную частотную картину. Великолепный объемный бас и шикарно настроенную приятную середину, которая придает вокально-инструментальным составляющим композиции глубокий теплый окрас и раскрывает звук как-то по-новому. Высокие частоты умеренные и не сверлят мозг, при этом целостность композиции никак не портится. Да, возможно, кому-то такое решение по вкусу и не придется, но лично я пребывал в полнейшем восторге от услышанного. Помимо всего прочего, для этих наушников есть фирменная программа Tronsmart, которая доступна в Google Play Market. К ее работе вопросы, конечно, имеются, но по большей части именно к подключению. Каждый раз при ее запуске необходимо выбирать наушники из имеющегося списка, сами они не определяются. Итак, на первой странице приложения можно посмотреть заряд каждого из наушников, а вот про кейс производитель почему-то не подумал. Его емкость составляет 500 мАч, но узнать количество оставшейся в нем энергии точно нельзя, только приблизительно по цвету индикатора. Синим он светит от 100 до 20%, ну а красным подсвечивает все, что ниже 20%. На второй странице программы имеется несколько готовых музыкальных пресетов. И вот если часто в других моделях бывает так, что эти надстройки лишь только портят картину, то в данном случае мне понравились практически все, что здесь предлагаются. Наушники очень громкие, при этом даже на максималках частоты не перемешиваются и в кашу не превращаются. Все звучит сбалансированно. В своем тесте автономности на 100% громкости я практически приблизился к заявленным производителем показателям. На одном заряде они отыграли 5 часов и 12 минут. Что же касается управления функциями мультимедиа, то наушники по этой части умеют абсолютно все. Разве что датчиков автопаузы тут нет. С помощью жестов можно поставить трек на паузу или возобновить прослушивание, переключать треки вперед и назад, регулировать громкость в плюс или минус, вызывать голосового ассистента и активировать функцию игрового режима. Причем при желании, если это необходимо, жесты можно переназначить, а действие на одно касание вообще отключить во избежание мискликов. В общем, как я и сказал, все силы в этой модели брошены на сами наушники, оттого про зарядный кейс сегодня повествования мало.
Подключение к смартфону происходит по изъятию гарнитуры из футляра. За связь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2. И вот по этой дисциплине к наушникам у меня претензий нет. С моими смартфонами OnePlus Nord CE и Realme Narza 30 устройство работает стабильно. При этом хочу отметить, что даже несмотря на МТК-шный процессор в Realme, максимальным кодеком при сопряжении является aptX. Если же говорить об игровых возможностях Onyx Prime, то при активации специального режима тройным тапом по любому из наушников, его работа становится заметной. Да, конечно, нулевой задержка не будет, но свои стандартные 160-200 миллисекунд в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile наушники выдают. С YouTube работа более гладкая, звук от видео на слух не отстает. Ну а теперь настала пора послушать, как отрабатывают встроенные в эти наушники микрофоны. Проверяем работу микрофонов в наушниках Tronsmart Onyx Prime. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда начинает задувать порывами ветер, плюс есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. Еду я со скоростью 70 км в час, где-то 75, вот так вот плюс-минус. И вот как-то так отрабатывают шумодавы в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Ну и по традиции у нас второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум, вот так вот. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Данный тест проводится. Ну и примерно как-то так отрабатывают шумодавы в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Если ты, допустим, будешь находиться в каком-то очень сильно шумном помещении, без ветра, но в сильно шумном помещении. Источник шума, звука у меня находится примерно в сантиметрах 30, так что можно ощутить, насколько идет нагрузка на данные микрофоны. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Tronsmart Onyx Prime. Вот таким образом я сейчас нахожусь на такой вот тихой, спокойной улочке. Здесь, конечно, проезжают иногда трамваи, в обе стороны шумят. Но сегодня нет ветра, сегодня спокойная погода, довольно-таки прям вот тепло даже стало, так после такого снежка, который выпал ночью. При всем при этом немножко проезжают иногда машины мимо меня, и вот как-то так отрабатывают микрофоны в этих наушниках при вот таком сценарии использования. Если ты будешь с кем-то разговаривать на вот такой вот улице, в такой локации по телефону. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать однозначно, что Onyx Prime действительно обладает премиальным и дорогим звучанием. Да, они имеют определенные особенности, в основном связанные с внешним видом, но если брать во внимание только звук, то он однозначно порадует многих. Главное не забывать, что комплектные амбушюры могут тебе не подойти, и прежде чем бомбить на плохое звучание, лучше попытаться подобрать что-то под себя. Таким образом, при своей стоимости в плюс-минус $50, а иногда даже дешевле, по крайней мере во время распродаж было именно так, могу сказать, что впечатление от их звучания ты получишь только положительные. В наушниках за эти деньги нет ни активного шумоподавления, ни режима прозрачности. Эта модель исключительно про звук. Так что если тебя интересует именно качественное звучание и нужны долгоиграющие наушники, а главное тебя не смущает их размер, то можно как вариант посмотреть в сторону данной модели. Лично я от их музыкальной составляющей остался в полном восторге и считаю, что ничуть их не перехвалил. Поверь мне, играют они очень достойно. Ну что же, вроде бы все, что хотел, я рассказал, так что выбирать теперь уже тебе. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем моем видео. Пока-пока.